Всем привет! Сегодня мы покажем нетуристическую Турцию. Мы приехали в Трабзон, город на побережье Черного моря. Честно говоря, мы ничего особенного от него не ждали. В сети было слишком мало информации о том, что можно посмотреть в Трабзоне. Тем приятнее было в нем оказаться. Мы стартовали в Батуми, перешли границу пешком, а затем сели в маршрутку. Цена билета 40 лир с человека. Дорога заняла 4 часа. Горы, море, симпатичные турецкие города. Путешествие началось с хороших впечатлений. Мы попросили водителя высадить нас не на автовокзале, а в центре города. Это сердце Трабзона, площадь и парк Мейдан. Ее украшает статуя Ататюрка, первого президента Турции. Площадь выглядит современно, во многом даже по-европейски. Вокруг кафе и лавочки для отдыха, в тени деревьев или возле фонтана. Рядом расположена мечеть. Как и в других городах Турции, в Трабзоне огромное число рынков и магазинов. А еще тут просто чудесная набережная. В любое время на ней много отдыхающих. Лавочки развернуты к морю. В кафе выставили столики прямо у воды. Рыбаки, студенты, семьи с детьми, кого тут только нет. Увидели, что местные с удовольствием потягивают кофе и что-то жуют. Мы к ним присоединились. Цены на набережной приятные. Чашка турецкого кофе, например, стоит 7 лир. Мы отошли немного в сторону, чтобы найти популярную фотозону с надписью «Трабзон». Немного поснимали и просто сидели на огромных валунах, слушая шум моря. Как и в Стамбуле, в Трабзоне очень много котов. Мы подружились со всеми, кто согласился на роль наших моделей. В нетуристических городах Турции не нужно искать, где поесть. Все рестораны рассчитаны на местных, в них цены не сильно отличаются. Вы когда-нибудь пробовали рисовый десерт сютладж? Если нет, обязательно это исправьте. Гуляя по городу, мы нашли просто фантастическое место. Казалось бы, чем может удивить обычный городской парк? Но мы застряли в нем часа на 3, не меньше. Как же повезло местным жителям, у которых под боком такая зона отдыха. Здесь искусственные водоемы, в которых плавают лебеди. Вокруг невероятная зелень, огромное число беседок и лавочек, мощенные дорожки, приятная тень деревьев. По газонам разгуливают упитанные утки и гуси. Даже кролики бегают. Или это зайцы? Кем бы ни были эти красавцы, они нас не боялись. В центре парка находится искусственный водопад. Мы гуляли по мостикам, обошли все тропинки, поздоровались с каждым котом, которых тут явно очень любят и хорошо кормят. Вдоволь полюбовались всеми обитателями парка, отдохнули и просто хорошо провели время.
Дорога к главной достопримечательности Трабзона, мечети Айя София, тоже во многом напомнила Стамбул. Лавки с выпечкой, продавцы каштанов, разносчики чая, магазины. А вот собор Святой Софии на стамбульский совсем не похож. К тому же оказалось, что он закрыт на реконструкцию. Но мы не расстроились. Рядом чудесная смотровая площадка. Дальше мы отправились петлять по узким улочкам, где на каждом углу лавки рыночных торговцев, магазины, кафешки и чайные. Заглянули за турецкой халвой. Тут же подружились с продавцом. Он нас угостил и дал примерить на себя его роль. Самое забавное, что мы даже не до конца друг друга понимали. Впрочем, как и с остальными торговцами. Все они смотрели на нас скорее с добродушным интересом, нежели с желанием уговорить что-то купить. Кое-кто даже упорно рассказывал нам что-то по-турецки. Когда мы давали понять, что не знаем, о чем речь, они только пожимали плечами, улыбались и продолжали беседу. Трабзон очень чистый и невероятно зеленый город. Жизнь в нем размеренная, спокойная. Кажется, что ни у кого тут нет никаких забот. На улицах все время оживленно, а местные жители попивают чай, играют в нарды и смеются. Цены на продукты в магазинах, пожалуй, такие же, как в других городах Турции. А вот рынок Трабзона нас удивил. Например, мы еще никогда в жизни не покупали килограмм яблок за 20 рублей. В плане шопинга здесь интереснее, чем в небольшом городе Кемаль-Паша, который находится на границе с Батуми. Единственное, что нас удивило – отсутствие вещей на теплый сезон. Да, на улице ноябрь, но погода отличная, плюс 23, 25. Но в Турции уже все попрятали, торгуют кофтами и куртками. Гулять по Трабзону оказалось очень здорово. Если поедете из Грузии в Турцию, загляните, задержитесь на ночь. А дальше можно полететь в Стамбул, Анкару или куда-то еще. Цены на внутренние рейсы из Трабзона очень хорошие. Поддержите лайком пушистых моделей из Трабзона. Котятам будет приятно. И подпишитесь на наш канал, чтобы путешествовать с нами и дальше.